Ну что, дамы и господа, давайте смотреть за этим противостоянием. Тут продолжение вот этого хай-хап-хоп. Название не хочу говорить, потому что оно на русский язык очень странно может прозвучать, и каждому из вас оно может по-разному зайти. Поэтому, исходя из того, что мы видим, и как происходит эта игра, будем называть просто соревнование Ха. Играет игрок за людей. Славный представитель рода Хуманов. Сок. И мы видим впереди название у команды ВНС. Если честно, я эту команду не знаю. Она, по-моему, даже не приняла. Она в четверку просто не вошла лучше. И за команду ЛФ, за которую играет, между прочим, наш Хэппи, играет... Ну, не тут играет за команду. Я неправильно выразился. Вначале просто пишут название команды, если игрок принадлежит какой-либо команде. Это не значит, что... Он играет где за команду? Он тут играет сам за себя и только за себя. Мы видим огромное количество соревнований по Warcraft 3 проводится. Это круто. И огромное количество игр, которые мы с вами можем просмотреть. Так что давайте пока смотреть и думать, что же будет происходить дальше. Вот такие вот пироги тут происходят, по крайней мере, как мне видится. Oh, he pulled out one of the trolls with the acolyte, so he took less damage, but that means that he couldn't kill the third of the trolls. So actually the DK doesn't have as much experience. Normally when you finish this camp, you need 40 more XP for the level up, which means 1 footy or 2 peasants, but he didn't get that. Так, ладно, не будем расслабляться, но будем думать, что делать дальше. Left after the camp, so now WZ has to say, okay, I'm gonna go to the next troll camp, take more damage there, and with him taking more damage there, that means that he probably really can't do much. По крайней мере, такие пироги они пытаются сделать. Пытается этот рыцарь смерти убить тролля? Он что себе позволяет? Неужели он считает себя самым сильным игроком этого мира? Мы с вами скоро об этом и узнаем, но пока война идет не на жизнь, но на смерть. And easy level 3 for Sock so far, smooth sailing, everything a little delayed, but should be fine. Thank you, by the way, Knutsphone for the Prime sub, Herr Wuse, Desert Drake, Dave Boy, and Money to Black, and Side, and the Crestfallen as well. Thank you guys all very much. So we have Sock making more peasants, footies, farms. Так, рыцарь смерти бежит. Basically your checklist for the early game. WZ is coming over to the expansion. At least one peasant should be an easy kill. Sock wasn't scouting for this. I like when humans split off one of their footies to scout for an assault such as this coming in. So this is going to cost at the very least 2 peasants, more likely 3. And this is perhaps the first mistake of the game by Sock letting this so easily occur. And this is already quite the delay of the expansion. Sock got an easy early game, even prevented the DK's leveling for a little bit, got level 3 super fast, but then became a little bit careless and loses now peasant number 5, I think it is. Oh, that's actually Так, мы видим, как идет борьба не на жизнь, но на смерть. Мы видим, как вторую базу строит Хуман Сок. В это время ФФЗ со своим рыцарем смерти и пауком, убивающих своих врагов, прибегает на базу. На свою базу он возвращается, потому что тут диверсию делают криты. Интересно, криты напали на базу Фафазала. Вот зверье, а? Некрополь пока атакует по главному ихнему боссу. Надо вовремя будет отозвать Некрополь, чтобы он не добил. А он не добьет, он сам уйдет. Это с гомельского магазина, наверное, там каким-то макаром. А, это фронтмен их так. И видели, как рыцарь смерти добил с помощью койла. Специально с помощью койла добил этого крита, чтобы его случайно не добил фронтмен. Вот такие передряги мы с вами сейчас наблюдаем. For Sock to go for as well, because if you get level 4, you basically have unlimited water elementals. You can summon them one after the next, especially if you have clarities as well. And with that, should be able to hold off against a couple of fiends pretty well. Speaking of fiends, only 2 fiends.
Так, мы видим, как огромная армия из 2 скелетов. Так получилось, как будто я Саркань сказал, я думал, там больше скелетов. Мы видим, как какая-то армия скелетов нападает на базу Сока, а тот, в свою очередь, что он делает? Он прогоняет рыцаря смерти куда подальше от своей базы. Вот такие вот пироги у нас творятся. Вот такие пироги у нас пока происходят. Так что не будем отчаиваться, но будем смотреть дальше. Добивает скелета, а нет, фронтмена с помощью койла, рыцарь смерти, и своего фронтмена, нет, это рыцарь, король леща добивает еще одного фронтмена. Next Nova hits, focus fire is pretty strong, even though it's only 3 fiends, and another kill for WFC, and here comes the statue, but this fiend is, oh no, Sock can't get the surrounds done. I feel sometimes human players are trying to be too flashy. Like, if you get the surround, that's great, but if you don't get it, you're just wasting a lot of time doing absolutely no damage with these footies, when you could just have them on A-click, turn on defend, A-click, and then push the undead back and buy more and more time. However, he's not really getting punished for these micro mistakes because there's just not enough firepower here for WFZ to kill off all of these footies quickly. Finally gets this around. There we go. And that's gonna be a fiend kill here. Is WFZ gonna invest the coil? That looks like a waste of mana. Saves the other fiend with that instead. And so far, Sok is pretty easily pushing WFZ back even without defend. That's not normally the way this looks. And another fiend is hurt. It's only 3 of them. Footy numbers are good. Maybe Sok can even dive later. We'll see. Thank you very much. So richtig Sahne. Так, мы видим, как элементаль там что-то бегает туда-назад. Мы видим, как огромная армия нежити приходит оборонять фзала свои позиции. В это время Сок что-то пытается сделать, но он теряет это время фронтмена и сам убегает куда подальше. Его пытается догнать, но он пока живет. И эту жизнь он хочет провоцировать на своих врагов. Sok is taking to tier 3 with a Sanctum. This is pretty much the standard nowadays. You tech to tier 3 quickly, but add in a few breakers, because you need breakers in the late game anyways to battle the curse from the Banshees. MK comes in, easy storm bolts around. That should be a kill. 2 fiends killed already. Like, losing 1 fiend is acceptable, but 2 Мы видим, fiends, как that огромная hurts. You армия certainly can't afford to lose a Сока third one. нападает на Is that фзала. this round? It looks like it is. Oh, Sok is destroying WFZ. Мы видим, как обсуждаемая статуя фзала убегает куда подальше, чтобы сохранить свою жизнь. Ну что ж, как эффект, этого тоже можно было позволить, но мы видим, как элементаль пытается добить эту ужасную статую, но ее лечит, кто бы вы думали? Правильно, ее лечит эти вот, блять, как там называют, рабочих нежити. Но вы поняли, что за рабочие нежити. And WFZ is not having a flawless day today by any means, and is getting pretty much manhandled so far. One destroyer is up. Получился дестройер из башни. Он живет. No fancy attack coming in, but where should he attack? The expansion is so safe. The main is a castle now, so with this little fort that WFZ has, there's nothing to do for him right now. Orb is out, so okay, he gets a footman here and there, but Sok is just gearing up for the mighty tier 3, and this will destroy the undead. And this wasn't even a perfect game. Like, earlier 4 or 5 peasants were killed at the expansion. This was a big delay, and still Sok is absolutely destroying this game. Ooh, double workshop. So far for Gyros. Another happy, another hip. Так, мы видим, только второй герой сейчас появился у фзала. Это Питлорд. А нет, это третий герой, это Питлорд. Второй же король Лича. И вон эта огромная армия своих героев пытается навязать своему оппоненту бой, не нажив на насмерть. И мы видим, это у него вполне может получиться. По крайней мере, он так или иначе пытается это дело продекламировать, показывая всему миру то, на что он сам рассчитывал. На победу, красивую и яркую, в то же время нужную, и необходимую победу не на жизнь, но на смерть. Вот такие вот пироги.
And then finally Sok can look forward to his own power spike. Yeah, he's just waiting for maybe even Knights. I'm kind of surprised that he goes for Breakers even. Just to be more safe and have something on the ground. That's gonna be... Okay, Knights now. For more damage against Fiends. And the SimCity is pretty good. So even with Так что Nova вот такие and вот Rain of пироги. Мы Fire, видим, what как can he really do? со своей армией ФФЗал нападает на вторую базу Is it even Rain of Fire? I Сока, don't see it yet. пытаясь разрушить ее до основания. Но Сок своими вертолетами хочет помешать ему это сделать. Но Питлорд решает залезть в башни огненным своим ударом. Ну, чуть-чуть не хватает, но все-таки магическую башню ФФЗал добивают. Вертолеты тут пытаются навязать бой дестройером, но до конца это не получается делать, потому что отгоняют от них ФФЗал. Плюс к этому паука есть сетка, которая может вертолеты привязать к низу и заставить их выполнять волю ФФЗала. ФФЗал хочет одолеть своего врага, но враг тоже не лыком шит, он сопротивляется. Он дерется, он бьется. Посмотрим, к чему в итоге это приведет Сока. 56 now. No masonry though, so this is taking quite a bit of damage after all. Yeah, this push by WZ is doing quite a bit more damage than I was expecting, honestly. Zero experience on the Paladin, as you can see. Expo at 50%. Here we go with the Shredder, with Knights, Sundering Blades, and Militia. So, is Sok overwhelming WFZ now and end this push and then get even more echo advantage? Almost running into the red spot, attempting a surround on the Pit Lord. What the hell? He just walked into a trap. Oh, and Sok wakes up the creeps! Yep. Really cool play. The golems come out and WFZ sees, uh-oh, I better get out of here. But the level 2 aura helps out quite a bit. The Lich dodges the Так, мы видим, как пытался закрепить красную точку. Я даже не понял, кто, наверное, Соков ФФЗал решил сделать скрипджекинг или наоборот. Ну, как бы не было, здесь вот сейчас может решиться. Да, Сок вроде нормально окружает короля Лича, а Сок надо бы ему телепорт передать. С помощью Кола лечит короля Лича. Сейчас Паладина убьет. Паладина убьют. Но с помощью стафа спасает Паладина. Койлом еще лечит короля Лича. Король Лича спасается. Проблемы, молот не улетает. Убивает короля Лича. Убивает его уже до 3 уровня. 1 уровня Паладин умер. Или это был мультикинг. Сок отгоняет, чью статую не разрушает. Убегает со своими войсками куда подальше в ФФЗал. Пытается ему, конечно, что-то здесь противопоставить. Сок. Но пока у него это окончательно не получается. Ладно, давайте смотреть за тем, что же в этой игре будет происходить дальше. По крайней мере, мне так кажется. Но Сок не намерен сдаваться. У него какая-то мания к победе. Он хочет победить, какой бы за этим бы не стояла цена. Okay, red spot now. Level's getting better. Stormbolt is getting better. What's the item? We didn't see it. Okay, it's still on the granite golem. What can WFC do now? He's constantly forced to stay at no upkeep. At one point, he's not able to fight this human force anymore. Yeah, MK now level 3, and the cloak is not bad at all. Big supply lead at this point for Sok, and the hero levels aren't even looking too bad. That was the big advantage for the Undead, as it always is the case in this matchup pretty much. Lich came back from the tavern, so no mana. But MK also pretty low HP, so he has to be careful as well. However, tons of mana for the Mountain King. This time not aiming for the Lich first, but for the Fiends rather. Coil comes in, Проблема у паука. Reduced thanks to that orb of fire. More destroyers being morphed can be pretty effective. Not too many gyros left. Нападают люди на нежить. Та отбивается как только может. Пытаются они сопротивляться друг другу, но пока это не получается. Да, бойня идет не на жизнь, но на смерть. Но кто же одержит окончательную победу, мы пока не знаем. Игра интересная, захватывающая. Мы видим, как появились конники рыцари у Сока.
Но огромные мясники ФФЗала не дают Соку успокоиться. И ФФЗал вынужден телепортироваться даже со своими огромными мясниками. Потому что были большие проблемы у Рыцаря Смерти. И были большие проблемы у Короля Лича. WFZ needs kind of a miracle, needs a nuke on the Paladin, which is so hard to do. Yeah, this is looking really good now for Sok. He has survived the toughest stage of his strategy. He's fast expanding, he's going tier 3, that is all pretty greedy, but if you survive, if you finally Так, get мы the видим, levels, как if you атакуют finally один get на 70 другой. supply, Мы then видим, как you Нежа become со своими огромными really войсками strong. пытается And he's без at that каждого stage. своего Sok is врага. now really strong, and thanks to his outstanding play in the early, he did survive the earlier stages and has honestly so far been outplaying WFZ pretty hard. Only thing he's still lacking is levels on the pally. He's solo creeping him at the Merc camp right now, getting level 2. That's already really nice for the Divine Shield. If he gets to 3, this is a dream scenario for Sok. He's creeping and harassing at the same time, walking into a little trap, but can't get the block or surround done. Так, мы видим, как ФФЗал хочет наказать Сока. Это у него вполне может получиться. Но Сок не хочет умирать с такой участью, и он отходит от войск ФФЗала. ФФЗал решает его нагнать и наказать так, как может получиться только у него. И ФФЗал решает крепить красную точку. Но получится это у него или нет, мы скоро с вами узнаем. Пока здоровый гоблин бьет мясника, тот сопротивляется, но скоро ему будет больно. Гоблин бьет, стопорит всех подряд, и тут подходит Сок, и уже обескровленные войска ФФЗала не знают, что делать. Или убегать, или принимать этот жесточайший бой. Он решает принять бой, но не ошибка ли это? Сам себя заливает Питлорд, мы видим, как-то неудачно вот этот огненные. Не надо бы, да свиток юзает ФФЗал, или как это? Нет, свиток не юзает. У Дестройера проблема, и добивает вертолета Дестройера. Сейчас попытается убить еще одного Дестройера. У еще одного Дестройера мало жизней. Only the heroes and the destroyers are left, and these heroes are not strong enough. The human heroes are very strong themselves at this point. Pitlord looking mighty exposed. Stormbolt, surround. Holy Light would finish the job, not even required. And that is... Так, умирает какой-то герой третьего уровня. А, это Питлорд был. Ну, довольно однозначное явление, учитывая то, что Питлорд не бессмертен. По крайней мере, мне так кажется. Even with Coil Nova, you can't threaten my most exposed hero at all. Yeah, sign of confidence as well. If you want to play it safe, you go for Divine Shield, but he's like, I don't need it. Рыцарь Смерти берет рукавицу Огра плюс 3. As well, sends the Archmage away, so not getting lazy in the later stages. 2 red spots is a game breaker. 4 Pally? What the hell? And Warsong Battle Drums. When it rains, it pours, Wufazen. Yeah, this game is unwinnable. Maybe WFZ sees some possibility here. He's a more optimistic man than I am. Maybe he's thinking about the next map. Yesterday, guys, the games, they were so quick. Please add some length to it for the broadcast. Сок гоняет ФФЗала, тот отступает куда подальше. Сок видит все эти намерения ФФЗала и не хочет позволить ему уйти и сохранить свою жизнь. Он убивает его паука, настраивается убить его Дестройера. Вертолеты делают свое ужасное дело, убивает Дестройера. За Дестройером и Дестройер! ГГ.